Все любят использовать скользящее среднее. Вот мы берем 16 отчетов с АЦП, складываем, делим и шум как будто исчезает. Просто, быстро, понятно. Но есть сложности. Иногда, убирая шум, мы добавляем себе проблем. Например, добавляем задержку, меняем спектр сигнала не в лучшую сторону и можем случайно испортить обратную связь. Скользящее среднее или Moving Average работает очень просто. У нас есть окно из n последних измерений, например, 16 отчетов. Каждый новый отчет попадает в буфер, самый старый выбрасывается, а на выход идет среднее значение. Для микроконтроллера это выглядит почти идеально. Реализация простая, вычисления дешевые, результат визуально красивый. И именно поэтому этот фильтр часто ставят везде. На данные с АЦП, перед PID-регулятором, перед отображением на экране, перед защитами, перед логикой принятия решений. Но вот здесь нас и могут ждать неприятности. Первая неприятность – это задержка. Скользящее среднее не показывает вам текущее состояние сигнала, оно показывает усредненное прошлое. Для окна длиной n эффективная задержка примерно равна n-1 деленное на 2. Если для индикации температуры это почти не важно, то для управления двигателем, стабилизатора напряжения или PID-регулятора это может быть критично, потому что в системе управления важен не только уровень сигнала, но и момент времени, когда вы его получили. Если регулятор реагирует на устаревшее значение, он начинает исправлять ситуацию, которая уже изменилась. В контуре обратной связи задержка превращается в фазовый сдвиг. Это не значит, что скользящее среднее обязательно делает систему неустойчивой. Нет, но оно уменьшает фазовый запас системы. Вы могли уменьшить шум, но одновременно ухудшить устойчивость системы. Да, на графике сигнал стал красивее, а реальная система стала работать хуже. Вторая неприятность, менее очевидная, это провалы в спектре. Скользящее среднее обладает частотной характеристикой с нулями. Нули появляются там, где на окно фильтра укладывается целое число периодов сигнала. И это очень неприятный эффект. Вы можете выбрать длину буфера просто на глаз, увидеть красивое сглаживание, но случайно вырезать важную динамику измеряемого процесса. Есть еще один распространенный миф, что снижение шума прямо пропорционально числу отчетов. Но это не так. Например, для окна длиной в 16 отчетов это снижение будет примерно в 4 раза. И то, если этот шум белый. А если шум имеет спектр отличный от белого, если есть наводки, импульсные помехи или периодическая составляющая, результат может быть совсем не таким, как мы ожидали. Поэтому главный вывод такой: скользящее среднее – неплохой фильтр. Плохая идея – ставить его вслепую. Подписывайтесь на канал, там есть еще много интересного.